с тобой красавчики, молодцы. А в деревню Рубель посторонним лучше не соваться. Почти 900 лет. Что мы попали в какой-то цыганский городок. Считается огуречная столица. На 5-й день нашего пути, ну, здесь практически ничего нет. Ну что, 6-й день на колесах. 3-я серия нашей хроники. Пошли отсюда, вот зайдем. Мы по-прежнему снимаем это в первую очередь для себя, чтобы не стерлась память о том, как оно было. Где ночевали, сколько стоил обед и как удавалось удаленно посреди дороги работать. Сегодня очередной город, очередная столица. Мы не ищем приключений, но по пути они находят нас сами. Музей с огромной экспозицией по стоимости чашки кофе, бобры на улицах и какой-то неожиданный диснеевский замок. Мы не планировали это для публики, но если вам интересно идти этим маршрутом рядом с нами, оставайтесь. Подписка и Telegram помогут не потерять нить нашего путешествия. Ну все, солнце садится, и мы уже на месте нашей ночевки. Ириска – это четвероногий друг, который бдит без усталости. Она же надежная сигнализация, даже ночью. А это очередное наше утро, но уже на берегу реки. Это место, где Днепр и Березина слияются в одно. Мы заехали в лагерь к друзьям на пару дней, чтобы просто отдохнуть. Нам просто предстояла деловая поездка на неделю, и мы решили перед этим набраться сил и эмоций. Я звук даже не буду, Дима, убирать, чтобы все слышали твое это. И кажется, что нам это удалось в полном объеме. Тут мы занимались важными делами. От ничего не делания до караоке поздней ночью. Классно, когда есть такие друзья, от которых ты заряжаешься положительным. Ну, хотя они живут на другом конце страны. Если вы смотрите это видео, вам привет. Обнимаем вас и очень любим. Подзарядившись, мы поехали дальше. И сразу говоримся, что рабочую неделю мы пропустили и продолжим нашу поездку уже с другой точки. Итак, мы решили остановиться в Жлобине. В свободное время до вечера мы устроили себе экскурсию. Конечно, Ледовый дворец, Металлург и роллерная трасса за ним особенно нам понравились. Они находятся на берегу Днепра. А также мы увидели, как очень интересно проходят тренировки. Видимо, мы что-то упустили в современных видах спорта. Да, какой-то новый вид спорта. Ходьба. На роликах. Ходьба на роликах по газонам. Давай, лезь. А теперь оттуда. Ручкой. О, пока. Четыре баночки. Вот одну с какао. Вот. Перевертите. А, да, подойдет. С какао, потом вот ирландский крем, лесной орех и...
На главной аллее города нашли фирменный киоск от Рогачевского молочного комбината с огромнейшим ассортиментом сгущенки, которого мы еще не видели даже у себя в Бресте. Кстати, о Рогачеве есть у нас отдельный видеоролик уже. Переходите по ссылке, посмотрите. Сейчас. И, конечно же, мы решили себя порадовать необычными вкусами. Ну а как же иначе? Ну, а дальше зашли в магазин купить еды на вечер и на утро. Если с молочкой в магазинах в принципе все понятно, почти все от Рогачевского комбината, то с другими продуктами все-таки есть выбор. И, как всегда, мы стараемся всегда снять пробу с тех продуктов, которые делаются в этой местности. То есть стараемся попробовать местной продукции. Ну и, конечно, закупившись, мы отправились на место стоянки, ну или ночлега. Да, тут у нас вечерний ужин готовится. Все, не мешаем. Пока на кровати. Ну вот, на ночь мы будем здесь ночевать. Сосисочки отварили. Борисоглебский, по-моему, с сыром, да? И этикетки нету. Чистится, конечно, хорошо. Ну, как бы сосиски, я не знаю. Конечно, если бы мы не пробовали сосиски с сыром, например, брестские, то, наверное, было бы нормально. Но когда ты попробовал сосиски с сыром брестского мясокомбината, то кажется, что здесь сыра вообще нету. Ну так, вкусные. Угу. Мне кажется, когда на улице вон там темень, то здесь прям вкусненько. Чаечек сделала? Все. Скоро наш стол будет превращаться в кроватку, да? Да. Вот. Ну, ладненько. С добрым утром. Все по отработанной схеме. Классная АЗС, добрые сотрудники. У нас утренние процедуры, кофе и гулять в город Вот за такие интересностями. Вот. Подушечка, вот такая штучка и вот такая киви. Это на память из Жлобина. Ну, в общем, за 5 рублей, в принципе, я думаю, весьма неплохо. Да, хороший такой большой музей. И мы совсем не пожалели его, понравилось. И интересно даже, я думаю, что детям будет интересно в этом музее походить. Да, я согласен. Рекомендуем. Ну вот как-то так. Снизу не видно, а сверху видно. Прикольно же. И кружечки мы сюда не носили. Кружечки, эти кружечки здесь есть еще в других местах города. Да. Ну, а какие кружечки и что видно сверху, но не видно снизу? Ну, а также много интересного. Это интрига, которую мы решили сохранить. Да, мы решили сделать отдельное видео об этом городе, потому как он приятно удивил нас. Чтобы не пропустить, подпишись, а чтобы помочь каналу, лайкни. А если интересны наши заметки, подписывайся на телеграм-канал. А мы приехали закупиться продуктами перед следующим отрезком пути. На этой парковке мы в очередной раз испытали все прелести полноценной удаленки.
Ну вот и посмотрим, как эта удаленка с работой мечты. И хотела. Что это? Авокадо. Я его совсем боюсь. О, давай рассмотрим хоть игрушки. Кус растет. Ну как на ощущениях? По ощущениям. Мягенько. Мягенько? Да. Классно. А вон там еще подушка. Моя фирменная подушка. Ну-ка. А, сначала свою. Ну-ка. А тут, наверное, не видно этот пушистик. Подушка. Доширак. Она хоть стирается, эта штука, нет? Ну, конечно. Как она расстегивается. Но только все вытаскивать. Тут какой-то наполнитель, да? Да. Синтетический. Ну, конечно. Думаешь, хлопок Прикольно. натуральный? Ну ты как, довольна? Покупочкой? Авокадо и Да. гусем. Да? Ну супер. Все, пойдем кушать теперь. Сейчас застегну. Такова жизнь тех, кто путешествует дикарями. Мы не знаем, где остановимся сегодня, поэтому, кажется, нашли. Ну вот, так, открываем. Вот. Ну, кажется, что этого нам должно хватить дня на 2 или на 3. Не? Вот у нас тут еще вода у нас есть, водичка есть. Вот. Может, дадим. Червячки какие-то. Это особенно нужно. Да. Кстати, мусор можно выкинуть, да? Ты хлеб сейчас будешь есть или нет? Ручки. А? Сейчас с Слышишь? хлебушком, да. Перекусим. Что у нас? Так. Котлетки горячие. Когда это вот сюда? И молочком. Вот это Котлетки прям, уже остыли, наверное, пока ты... Божественный глагольствуешь. напиток, божественный. Так, Сливочки на молочко утро. тоже будешь, да? Так, яички тоже на завтрак. Это на Тут у нас завтра. что? В общем, у нас Это тоже на завтра. нормально. Ну, покушали. Все вроде вкусно. Горяченькое. Теперь что? Мусор Теперь выкинуть. мусор выкинуть. И осталось нам здесь вот эту площадь, да? Да. Площадь, которая у дворца металлургов. Угу. Классно, конечно, что в таких торговых центрах есть готовая вкусная еда. Ну и плюс возможность разогреть. По итогу получается дешевле, чем в столовых, не хуже и чем в кафе. Пока Лариса выкидывает мусор, я готовлюсь к очередной вылазке с аппаратурой для видеопрогулки в город.
Третий день в пути. Машина стала нашим домом, а дорога маршрутом. От Жлобина рукой подать. Всего пару десятков километров в сторону Красного берега. Обычно здесь просто проезжают мимо, но иногда стоит свернуть. Когда она появилась перед тобой, первая мысль – ошибка восприятия. На территории училища в Полесье вдруг вырастает что-то сказочное. Усадьба Козел-Поклевских. В голове сразу всплывают кадры из диснеевских фильмов, хотя до ближайшего замка отсюда 1000 километров. Конец 19 века. Архитектор, видимо, решил не выбирать один стиль, а взять все сразу. Готика смешалась с барокко, рокко соседствует с мавританскими мотивами. Единственный случай в Беларуси, когда эклектика не стала хаосом, а превратилась в гармонию. Смотришь на эти башенки, на горгульи под карнизом, на игру красного кирпича и светлой штукатурки. Трудно поверить, что это не декорация, а настоящий жилой дом, где когда-то кипела жизнь. Внутри 36 комнат. Говорят, каждый зал оформлен по-своему. Лепнина, витражи, паркет. Сейчас здесь тишина. Шум дороги остается за воротами. Парк, разбитый в английском стиле, еще хранит форму, хотя деревьям уже больше 100 лет. Пихты, клены, грабы. Странное ощущение контраста. Утром ты завтракаешь в машине, считаешь километры до следующей ночевки, а через пару часов можешь бродить по залам, где когда-то принимали генералов и дворян. Да, мы, как всегда, вовремя. Уже закрыто. И только потом мы смотрим график работы. Дом культуры работает до 7. Понедельник, вторник, выходной. Я тебя поздравляю, мы красавчики. Ну, в общем, как всегда, мы приехали вовремя. В понедельник единственный день, когда они отдыхают. Времена меняются, дороги становятся лучше, а такие места остаются якорями. Они напоминают, что красота может возникнуть даже в самом неожиданном месте. Здесь не нужно знать точных дат или имен владельцев, чтобы почувствовать атмосферу. Достаточно просто постоять у входа, посмотреть на герб над дверью и понять, это место заслуживает того, что здесь стоит задержаться. Что мы будем снимать в такую погоду? Что снимать? Так, Дождик? именно что снимать, да? Дождик ты снимаешь уже. Вот. И такой прогноз у нас и на завтра в том числе. Вот так вот. На улице дождик, морось. Всё. А у нас здесь Говорит, вкусненько. Будет очень. вкусненько, Наверное. тепло. Вот тарелочки даже есть. Есть сомнения у нас в том, чтобы завтра оставаться здесь. Мы сейчас перед Бобруйском, потому что прогноз рисует на завтра дождь и что-то на послезавтра. Поэтому приняли решение покушать. Да? Как говорится, утро вечера мудренее. Переночуем. А завтра поедем. А завтра поедем. Либо в Бобруйск, если будет хорошо, либо домой. Точно поедем. Либо туда, либо туда. Вот ты у меня умница, жена. Кушай. С добрым очередным утром нас. Полночи шел дождь, но мы все же выспались. Когда ночуешь в машине, заметили такое явление, как запотевание. Наверное, это для машины не очень хорошо, но как есть.
Автономно позавтракав, мы отправились в город, потому что у нас было несколько точек, которые мы должны были посетить. Да, надо отметить, что погода нам досталась не самая теплая в этот день. Машину припарковали недалеко от первой точки. Ну и решили поступить так. Посмотреть город, пока нет дождя. Ну а если начнется, то там и решим. Возможно, поедем домой. Смотри, есть тут что-нибудь интересное? Есть. Ага. Вот это. Что это? Прикольно. Такой домик. Да. Очень интересный. Местные уже ходят, наверное, не Не обращают любуются. внимания на него, да? Да. Он же Тетрис, он же Скворечник, он же японский дом. Изначально его называли не Тетрис, ведь о таком еще раньше не знали, а называли просто Скворечник из-за его круглых окон. Позже только Тетрисом. По сути, это воплощение японских идей. Архитектор, построивший этот дом, вдохновлялся японским проектом, который находится в Токио. Сейчас тот дом, конечно, полностью демонтирован, но занявший второе место на выставке в 2013 году во всемирно известном центре архитектуры Вены, теперь и вправду этот дом можно считать не просто городской, но и мировой достопримечательностью. Итак, еще одна точка в этом городе. О, Каланча. прикольная. Веша. Только- О, червоная веша. Червоная вежа. А, это ресторан. Называется. Следующая точка в Бобруйске для нас была Красная водонапорная башня, построена в 1927 году. После Великой Отечественной войны ее пришлось восстанавливать, ну и всего было 2 реконструкции. Сейчас же на 5-м этаже, то есть в самой высокой точке этого ресторана «Червоная вежа», находится огромный зал под витражным куполом. Но когда мы зашли, он был закрыт. На вершине башни есть флюгер и, конечно же, в виде бобра. Да, позже здесь установили скульптуру Шуры Балаганова, героя романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок», цитата из которого сделала в 1933 году город Бобруйск очень известным. Неплохая фотозона для гостей и туристов. А чего у него нос такой? Да ты будешь меня сфоткать или нет? Смотри, людям счастья не хватает. Они все потерли уже. Вот он спросил, сколько денег надо для счастья. Скажите, Шура, пожалуйста, только честно. Сколько вам нужно денег для счастья? 100 рублей. Нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья, ясно? Чтобы вам было хорошо на свете. Для полного счастья. Да. 6400. Да, здесь есть часы также, которые бьют каждый час, а ровно в 19:40 играют мелодию 7:40. Длится она всего 25 секунд. В общем, неплохое место для посещения. Ну и с помощью этих часов местные жители сверяют бобруйское время. Не дождались мы этого звона, пошли дальше.
Конечно, быть в Бобруйске и не увидеть бобров было бы немыслимо. Это все равно как быть в Грузии и поесть, например, бургер, а в Ереване вместо вида на гору Арарат сходить в какой-нибудь торговый центр. Конечно же, мы попытались отыскать всех бобров. И, кстати, первый бобр был установлен в 2006 году. И с тех пор это символ города, а также визитная его карточка. Ну, ровно так же, как в Бресте фонарщик. И в образе первого бобра есть, кстати, образ Бубы Косторского из знаменитого фильма «Неуловимые мстители». Нелегальная работа за границей. Я изучаю испанский язык и работаю на вас. Да потому что я и Буба Косторский, оригинальный куплетист. И это был первый бобр, установленный в центральной части города. Второй бобр находится недалеко. Интересно, рассиживает вальяжно у одного небольшого ресторанчика или кафе. Казалось бы, мелочь, а все-таки приятная. И, кстати говоря, место для фотосессий. Ну а третий бобр нам попался чисто случайно. И мы только сфотографировали его. Поскольку время было уже обеденное, мы взяли курс к машине. По пути встретили еще одну достопримечательность Бобруйска – дом купчихи Канцельсон. Или Кацнельсон, где как пишут. В общем, есть версия о том, что она, пользуясь своей значимостью, велела разобрать его в Прибалтике, именно там он ей понравился, и перевести его в Бобруйск. Для местных он известен как «Зеленая библиотека». Нельзя пройти мимо. Ну, просто действительно видно, как человек, да? Классно сделал машинку. Да. Тебе тоже понравилось? Да. Очень. Прокачал тачку. Тачку на прокачку. Ну. Сколько сейчас время? Второй час. Пол второго. В общем, сколько мы, с 10 где-то, да, тут пробежались? Ну, с 10, может начало. Ну, в общем, да. Прошлись тут, я так понимаю, мы прошлись по центру. Сейчас вот перекусим. И в эту крепость поедем, не поедем? Едем? Почему нет? Заедем. Надо заехать. Ну да. Хотя бы чуть-чуть. То вроде бы в телеграм-канале уже писали про крепость, а сами сюда не были, не заехали. Поэтому, ну да, наверное, сейчас перекусим, заедем в крепость Бобруйскую, посмотрим, где она. Сейчас гаджеты заряжаются. Вот, и уже потом, наверное, поедем домой. В общем, сейчас у нас будет жареная яичница с помидорками. Да? А, и сверху политая сыром. Не политая. Вообще. А находимся мы, где мы находимся? Находимся мы, в общем, в каком-то дворе. Вкусненько? Коротенькая информация нам на память, потому что эта версия нашего кровати-мобиля, не знаю, в следующий год будет она, не будет. Ну вот, вот так мы ездим. Значит, водичка кипяченая хранится у нас вот здесь, именно вот так вот, и не расплескивается. Заметь, как я езжу. Аккуратненько. Бочком не валю. И водичка не разливается. Поэтому в каком-то смысле даже лучше, чем в покупном автодоме. Она стоит и не фиксируется. Здесь у нас находится газовый баллончик, тоже зафиксирован. Почти всю поездку мы одним баллоном пользовались. Это уже сегодня второй, да? 10-й день у нас сегодня, или 11-й фактически автономной жизни. И в общем нам одного баллона хватает. Кетчуп,
Вот. Что еще у нас по полу? Здесь у нас хранится фотоаппарат, для него место. Вот оно. Здесь у нас тройник. Да, действительно, на 220. Когда мы едем во время движения, у нас вырабатывается ток на 220. Мы его включаем, и все. Ну-ка. Ну да, он говорит, что машина заглушена, и мы сюда подключаем вот такую вот штуку, к которой подключены наши пауэрбанки. Очень удобно, когда в долгий переезд заряжаются наши пауэрбанки. Что еще интересного? Ну, понятно, бумажные полотенца, туалетная бумага, столик. Это, кстати, классический вариант во многих автодомах покупных. Кровать превращается в столик и наоборот. Вот у нас то же самое. Сейчас у нас столик, хотя сегодня мы вот здесь вот спали. Плиточка стоит, тоже не зафиксированная. Баллон газовый, естественно, в целях безопасности изъят. Вот. И она стоит, не дергается. Мусорка. Мусорка находится, если ты помнишь. Ты помнишь, где мусорка находится? Под моими ногами, но потом переезжать сюда. Да, точно. Под твоими ногами. Вот здесь вот. Вон она, мусорка. А когда мы переезжаем в жилой сектор, то мусорка переезжает сюда. Ну и, соответственно, прихожая. В прихожей вот так вот оно все бывает. Здесь можно переобуться, переодеться. Двери закрываются. В общем, вот так вот. Так вот и катаемся. Про бутылку не сказал. Про бутылку. Точно, у нас еще вон там подкроватное пространство. У нас там вот эта вот бутылка, это техническая вода. А питьевую воду мы сегодня, мне кажется, выпили, да? Выпили. Да, нужно будет купить. То есть там у нас буквально помещается 3 или 4 5-литровых бутылки. А с той стороны у нас подкроватное пространство занимают там, ну, какие-то продукты и, в общем, что-то еще. И места там, кстати, очень много. Поэтому здесь у нас, в общем, относительный порядок. Еще обувь у нас за креслом. Обувь у нас за креслом. Ну вот, как бы пример использования подкроватного пространства. Здесь вот какая-то обувь даже. Интересно, одежда и вот это вот сочетается, да? Получается. Не, но мы были на речке, на пляже мы были в эту поездку, поэтому это сейчас так уже прохладненько. Вот. В общем, сегодня шел 10-й день пути, и, скорее всего, мы сегодня едем домой, потому что вчера был дождь, погодка сейчас вот такая вот, поэтому все, поехали. И приехали мы в Бобруйскую крепость. Ну, а как иначе быть в Бобруйске? Бобруйская крепость строилась в период с 1810 по 1836 год и фактически представляла собой обособленный город со всеми сооружениями, фортами, казармами и так далее. А какое-то время здесь назад проходили масштабные съемки германо-российского фильма «Уроки фарси». Мы еще не смотрели. Который впоследствии был представлен на Берлинском кинофестивале. Тогда Бобруйская крепость играла роль лагеря Бухенвальд. Остатки декораций стояли в этом месте долго, но в нашу поездку мы их уже не видели. А судя по тропинкам здесь, она популярна среди тех, кто любит таинственность. Ведь подземные переходы, по мнению некоторых исследователей, здесь соединяют разные части города. Кроме этого, поиски сокровищ от Наполеона – еще один веский аргумент побывать здесь. Да, ну а как еще мотивировать себя на подземные походы? Ну, кажись, все. Отметили в своем чек-листе поездки еще одно место, и кажется, что можно ехать домой. Отличительная черта города. Красные дома из красного кирпича, старинные такие, да? Очень много. Жалко, что они уже... их уже мало. Больше разрушены. А нет, не тут-то было. Путь домой проходил мимо вкусностей, а точнее мимо места, где эти вкусности делаются. Не уехали мы спокойно из Бобруйска. Навигатор
Это он виноват, да? Это он повел мимо вот того здания желтого, где делают вот эту вот вкуснятину. Короче. Как всегда, везде мы опоздали. И спас нашу остановку магазин только при фабрике. Он был открыт. В общем, Да. будем пробовать И вкусняшки. закупили всего, в Разные. общем, разного. Все, убирай. Закупили всего разного, очень вкусного. Единственный момент, узнали, что, оказывается, в Бресте, хотя мы были удивлены количеству, ассортименту, вернее, зефира, оказывается, в Бресте, вроде как она сказала, нет официального магазина. Ну и там, соответственно, не закупают весь ассортимент. А здесь, в общем, ты не помнишь, с какими вкусами? Латте какао, потом шампанское с клубникой, гранатовый, потом... В общем, много вкусного, я даже не запомнила. Короче, взяли по одной штучке. И теперь будем до самого Бреста катиться. Да, и С кофем пробуем. будем с кофем пробовать. Ну, в общем, на этом наша поездка фактически завершается. Все, едем домой. Да, итоги этой поездки, сколько было потрачено и вообще в чем была идея этой поездки, она будет приложена чуть ниже, видать, когда там будут титры, возможно, играть. Вот. Ну и хотелось бы сказать, что одна из идей, которую мы преследовали, когда трогались в это путешествие, сколько сегодня, 10 дней получается? Ну, вычесть неделю. 10 дней получается в итоге нашей поездки, то мы хотели поработать на удаленке. Ну, поработали. Ну вот, мы поработали. Значит, эксперимент удался. Просто я хочу сказать, что такое себе удовольствие, когда ты едешь куда-то отдыхать, брать с собой удаленку. Да, не везде получается отдохнуть. Ну и не везде есть возможности поработать. И поработать. Вот так Всё. вот прям. Короче, Бобруйск достаточно большой город. И мы поняли, что его вот так вот нахрапом за денек, наверное, не обойти. Сегодня мы попали, там была эта школьная ярмарка еще. Вот. Рынок здоровенный там. Такое напоминает чем-то 90-е. Вот. Но ассортимент большой. Да, наверное, просто чтобы запланировать сюда поездку и чтобы, может быть, снять все достопримечательности или там интересные места, то надо запланировать, наверное, отдельный день сюда. Я так думаю. Уф, 9 дней. 9 дней Полесья остались позади. Если свести все к сухим цифрам в бортовом журнале, то 1500 километров пути. 2 потраченных газовых баллона и около 400 белорусских рублей. Часто говорят, что работать удаленно в дороге – это романтика. Кофе на заправке, ноутбук с видом на поле, свобода перемещения. Но на деле это совсем не так. Это постоянный поиск интернета, чтобы отправить или получить файл. Это затекшая спина на заднем сидении. Это быт, который никуда не девается, даже если ты в пути. К этому можно привыкнуть, но называть романтикой нельзя. Зачем тогда это нужно? Ради таких моментов, когда дорога приводит тебя к месту, где забываешь о времени. Ради эмоций, которые не купишь в офисе. Ради ощущения, что ты видел то, что большинство просто проехало бы мимо. Машина снова станет гаражом, ноутбук вернется на стол, но эти 9 дней останутся в архиве. Не как идеальная картинка для ленты, а как честная память о том, как оно было на самом деле. Поездка завершена, материал отснят, можно выдыхать.